Во всем виноват Путин, Аятолла Хаменеи, Ким Чен Ын, Нетаньяху, Трамп и так далее. Именно так работает пропаганда со всех сторон. Мировые издания и популярные журналисты и блогеры быстро и с удовольствием показывают на людей и лидеров, которые, по их убеждению, виноваты в той или иной проблеме. Но давайте попробуем вместе разобраться, действительно ли виноваты именно эти люди, или причина лежит гораздо глубже. Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Формула реальности». С вами я, Нур Исмаил, и сегодня мы вместе попытаемся заглянуть туда, о чем молчит официальная пропаганда. О чем пишут школьные учебники всех стран в мире? Конечно, об одном. Наша страна хорошая, она всегда воевала с плохими странами, не так ли? Так простому народу легче объяснить сложные исторические, геополитические и экономические процессы. Но давайте попробуем подняться выше и посмотреть на ситуацию не как сторона конфликта, а как нейтральные исследователи, цель которых найти истинный корень проблемы, без деления на хороших своих и плохих чужих. Кто-нибудь из вас может ответить, какая страна в истории и в мире была самая хорошая, белая и пушистая, ни с кем не воевала, никаких преступлений не совершала и не пролила ни капли ни своей, ни чужой крови? Назовите мне эту благословенную страну. А такой страны нет. Везде и во все времена все воевали со всеми и даже вели внутренние междоусобные войны. У государств постоянно менялись границы. Империи рождались, развивались, доходили до пика могущества и разваливались. Грубо говоря, в истории все воевали со всеми, а значит, оснований для мести и претензий, особенно к соседям, у каждого народа и государства очень много. Но если мы будем сегодня мстить за историю, получается, мы должны продолжить войну всех против всех и так до последнего человека. Не так ли? Я уже не говорю про междоусобные войны, когда братья били братьев. Но возникает закономерный вопрос: а нам, простым людям, это надо? Кто из нас хочет воевать и погибать только потому, что в каком-нибудь XII веке чьи-то предки били наших предков, при том, что наши предки тоже делали это же с переменным успехом? И если исходить из логики «мы хорошие, а другие плохие», тогда, конечно, будут виноваты все, кроме нас. И кто с нами не согласен? Мы же хорошие, а значит, мы имеем право нести хорошее другим людям, даже не спрашивая их воли. Верно? Но если смотреть с позиции геополитического прагматизма и интересов элит, оказывается, что все войны во все времена шли за ресурсы, деньги и власть. То есть элиты всех стран и народов всегда и везде вели войны для завоевания других народов и земель, плюс расширение территорий. Это та самая стратегическая глубина, дающая безопасность по сей день. Если коротко, войны велись за право жить за счет других народов и быть при этом в безопасности. Но если вы завоевываете чужие земли, готовьтесь к сопротивлению, потому что все люди хотят быть хозяевами своей судьбы. Именно поэтому и рушились империи. В реальности причин и оснований для ненависти можно всегда найти великое множество. А заинтересованные стороны, цель которых ресурсы и власть, именно этим и пользуются, возбуждая в народах ненависть друг к другу на основании этих исторических проблем. В связи с этим напрашивается логичный вывод. Ненависть к другому народу, которую возбуждает пропаганда, никогда не проходит бесследно. Если в вас возбуждают ненависть к кому-либо, значит, вас готовят к войне с ними. А почему? Да потому что ненависть – это недоверие. А недоверие толкает на защиту от того, кого ненавидишь. А защита не бывает односторонней. Она всегда ведет к ответным действиям.
И это называется в международной практике эскалацией напряженности. А любая напряженность накапливает негативную мощную энергию, как котел с кипящей водой и плотно закрытой крышкой, которая требует быстрой разрядки, то есть взрыва котла. И тут мы подходим к решающему моменту. Допустим, у котла есть предохранительный клапан, спускающий и снижающий давление. Но тогда возникает закономерный вопрос: кто этот котел подогревает и с какой целью? И самое главное, для чего была потрачена вся эта энергия на нагрев? Ведь эту же энергию и ресурсы можно было бы использовать для более полезных целей, не так ли? Для сравнения, на сегодня военные бюджеты всех стран мира составляют 2,8 триллионов долларов, из которых более 1 триллиона у США. Если мировой годовой военный бюджет направить на строительство атомных электростанций, мир изменился бы кардинально. Энергия стала бы дешевой, а значит, подешевели бы и все товары, плюс чистый воздух, потому что отпала бы необходимость использовать уголь. А если весь военный бюджет каждый год использовать не на войны и оборону друг от друга, а на более полезные для человечества проекты, вообще отпадет необходимость бороться за ресурсы. Безусловно, представленная мной модель упрощена. Нюансов очень много. Но в целом так оно и есть. В связи с этим хочу всем напомнить 2 очень мудрые мысли. Умный ищет причину, а глупец – виноватого. Умный ищет точки соприкосновения, а дурак – яблоки раздора. У мировых и локальных элит свои цели. Мы это должны понимать. Но при этом важно нам самим не становиться жертвами пропаганды, возбуждающей ненависть и недоверие друг к другу. И в конце вопрос: а как вы думаете, что же все-таки заставляет людей быть глупцами и дураками? То есть искать виноватых и яблоки раздора? Напишите в своих комментариях.